8 сентября 2025 года рабочий в Голливуде подходит к Тесле, простоявшей у них 5 дней. У него к ней одна претензия – запах. Очень сильный. Слишком сильный для машины, простоявшей всего несколько дней. Он открывает багажник. Внутри 2 больших пакета. Один – обычный мусорный мешок повышенной плотности. Второй – так называемый бодибэг – мешок, в котором увозят тела из морга. Через 2 недели в этом мешке опознают 14-летнюю Селесту Ривас. Она пропала годом раньше. На тот момент ей было 13. На ее правом указательном пальце сохранилась татуировка из 5 букв красными чернилами, обозначающая «Тихо». Точно такая же татуировка на правом указательном пальце владельца этой Тесла. 21-летнего поп-певца, у которого 4 миллиона подписчиков в TikTok, миллиард прослушиваний на Spotify, контракт с лейблом Билли Айлиш и тур по Северной Америке и Европе. Сценический псевдоним Дэвид. Песня, которая сделала его знаменитым, называется «Romantic Homicide» — «Романтическое убийство». Сегодня подробный разбор одного из самых громких уголовных дел 2026 года в Соединенных Штатах. Дело, в котором тиктокерская звезда обвиняется в том, что он убил девушку и спрятал останки в собственной машине, пока сам уехал в мировое турне. Я расскажу, как они познакомились, когда ей было 11, как полиция дважды приходила к нему домой еще до трагедии, как он купил у школьника канал связи с пропавшей девочкой, и почему прокурор округа Лос-Анджелес впервые за несколько лет всерьез обсуждает смертную казнь. Есть что-то, что вы услышите впервые. Я постарался собрать все, что есть в публичных судебных документах на 10 мая 2026 года. Поехали. Селеста Эбигейл Ривас Эрнандес родилась 7 сентября 2010 года. Семья – иммигранты из Сальвадора. Дом в небольшом городе Лейк-Элсинор в 70 милях от Лос-Анджелеса. Это не Голливуд и не Беверли-Хиллз. Это рабочий пригород, где живет большая латиноамериканская община. К моменту своего исчезновения Селеста уже трижды объявлялась в розыск как сбежавший из дома подросток. Последний раз 5 апреля 2024 года. Ей тогда было 13. Через месяц, в мае, она в последний раз вышла на связь с матерью. Короткое сообщение, после которого семья ее больше не слышала. Но, как мы узнаем позже, Селеста была жива еще долго. Камеры наблюдения и цифровые следы зафиксировали ее в сентябре 2024 года и в январе 2025 года. То есть после побега она прожила почти год, где-то и с кем-то. Когда тело найдут, в нем будет вес примерно 32 килограмма. Это вес 10-летнего ребенка. На правом указательном пальце татуировка из 5 букв, красными чернилами. Об этой татуировке мать Селесты сама расскажет журналистам еще до того, как полиция сообщит о ней публично. Она же скажет одну фразу, которая потом войдет во все материалы по делу. «У моей дочери был парень, его звали Дэвид». Чтобы понять, что за человек теперь сидит в окружной тюрьме Лос-Анджелеса, важно понять, кем он был еще 5 лет назад. Дэвид Энтони Бёрк родился 28 марта 2005 года в Куинси, Нью-Йорк. Семья христианская, мама с 7 лет водила его в церковный хор. Когда ему было около 10, семья переехала в Хьюстон, Техас. Дэвида с младшей сестрой воспитывали на домашнем обучении. До 18 лет он, по собственным интервью, жил в 3 увлечениях – гейминг, аниме и Fortnite. Он пытался монетизировать свой канал на YouTube, выкладывая нарезки игровых моментов под популярные хип-хоп треки. И каждый раз получал блокировку из-за использования чужих треков. В январе 2022 года мать сказала ему простую вещь: «Запиши свою музыку, и тогда никто не уберет тебе монетизацию». Дэвид взял телефон, зашел в шкаф своей сестры, потому что там была лучшая акустика в доме, и записал свой первый трек. Через несколько месяцев он записал в этом же шкафу песню «Романтическое убийство», название которой после 2025 года перестанет звучать невинно. К концу 2022 года она собрала несколько сотен миллионов прослушиваний. К концу 2023 — миллиард на Spotify. Бёрка подписал лейбл Билли Айлиш. К весне 2025 года ему 20. Он только что закончил европейские туры и готовился выпустить свой первый студийный альбом. 4 миллиона подписчиков в TikTok.
Контракт на много миллионов. И ровно в этот момент, за 2 дня до выхода альбома, по версии прокуратуры округа Лос-Анджелес, происходит убийство. По версии следствия, история Дэвида Бёрка и Селесты Ривас начинается в 2022 году. Ему 17. Он только подписал контракт, только вышел из шкафа сестры. Ей 11. Они знакомятся через интернет. К 2023 году ей 13, ему 18. Прокуратура заявляет, что именно с этого момента, с 13 лет Селесты, начинается то, что в Калифорнийском уголовном кодексе называется непрерывное сексуальное насилие, статья, по которой ему сейчас предъявлено обвинение. На правом указательном пальце Бёрка с сентября 2024 года появилась татуировка «Ш», точно такая же, как у Селесты. Журналисты прошлись по фотографиям Бёрка с апреля по август того же года. На них татуировки нет. Она появляется ровно в тот период, когда, по версии следствия, девочка уже 5 месяцев в розыске и живет где-то с ним. Сама по себе татуировка не уникальна. Ее носят и Рианна, и Линдси Лохан. Но в контексте дела это парная метка. И по версии прокуратуры, Бёрк пытался уничтожить именно эту улику. На найденном теле левый безымянный и мизинец отсутствовали. На одном из них, по показаниям семьи, у Селесты была татуировка с именем Дэвид. Самое важное, что вышло из судебного файлинга 29 апреля, то, что полиция знала о связи Бёрка с Селестой за 1,5 года до ее гибели и ничего не сделала. Февраль 2024. Сотрудники шерифской службы, разыскивая сбежавшую 13-летнюю Селесту, по наводке приезжают в дом Дэвида Бёрка в Голливуд-Хиллз. Бёрк в дверях говорит им: «Я не знал, что она несовершеннолетняя. Я не знал, что ее ищут». Полицейские уходят. В апреле того же года ситуация повторилась. Бёрк снова отвечает: «Не знал». Полицейские снова уходят. Девочку возвращают домой в одну из этих волн. Семья забирает у нее телефон, потому что догадывается, что ее куда-то уводят через мессенджеры. Дальше то, что в обвинительном заключении прокурор назовет грубейшим маркером взрослого преступника, который не намерен прекращать. 20-летний поп-певец с миллиардом стримов приезжает к школе Селесты. Подъезжает, находит ученика, дает ему $1000 и новый мобильный телефон. Просит передать телефон Селесте, чтобы они могли продолжить общаться. Школьник передает. С этого момента Селеста снова на связи с Бёрком, но уже с устройства, о котором семья не знает. Через несколько недель третий и последний побег. По данным следствия, она переезжает к Бёрку в его арендованный дом в Голливуд-Хиллз, то же место, куда дважды приезжала полиция. Там она проводит, по разным оценкам, последние 10-12 месяцев своей жизни. И тут мы плавно подходим к 22 апреля 2025 года, к ночи перед ее гибелью. 22 апреля 2025 года. До релиза дебютного альбома 3 дня. Альбом уже размечен на стрим-сервисах, обложка везде, маркетинговый бюджет горит на полную. Через 2 суток мировая премьера и старт тура. По данным судебного файлинга, в тот вечер Дэвид Бёрк и Селеста Ривас ведут долгую и эмоциональную переписку. Тема «Другие женщины Бёрка». Селеста, 14 лет, обвиняет 20-летнего парня в изменах и в какой-то момент пишет фразу, которая войдет в материалы дела как ключевой триггер. «Я расскажу все, я уничтожу твою карьеру». Прокурор в суде формулирует это так. Селеста угрожала раскрыть его преступное поведение и разрушить его музыкальную карьеру. 23 апреля. Утром Бёрк, по данным следствия, вызывает на ее адрес Uber. Селеста садится в машину. По данным трекинга поездки, такси доставляет ее к дому Бёрка в Голливуд-Хиллз. Это последний раз, когда ее видят живой. Прокуратура утверждает, что в доме Бёрк наносит ей несколько ножевых ударов острым предметом. Вскрытие, материалы которого распечатали 22 апреля 2026 года, фиксирует 2 проникающие раны. Одна в верхней части живота прошла через печень, вторая в левую часть груди повредила ребра. Это раны от острого предмета с гладкими краями. Дальше то, что прокуратура называет попыткой инсценировать пропажу. Бёрк начинает писать самой Селесте сообщения: «Где ты? Когда придешь?» То есть отправляет тексты на телефон девочки, которая в этот момент мертва в его доме. Прокуратура утверждает, это часть легенды,
Он сознательно создает цифровой след, как будто продолжает ее ждать. 25 апреля выходит его альбом. Бjörk улыбается на промо-фото, едет на интервью, рассказывает в подкастах о зрелой любовной лирике. Через 2 дня после убийства – мировой релиз. Через 1,5 недели – первая дата тура. Дальше начинается то, из-за чего это дело стало одним из самых обсуждаемых в Америке в 2026 году. Не убийство как таковое, а холодный, спокойный, методичный план зачистки, который, по данным следствия, длился несколько недель и оставил электронный след в каждом своем шаге. В онлайн-магазине он совершил ряд покупок на чужое, фейковое имя, но с доставкой к нему на дом в Голливуд-Хиллз. Он купил 2 бензопилы, лопату, мешок для трупов, голубой надувной бассейн и то, что привлекло особое внимание следствия – обычное садовое устройство для сжигания листвы и отходов в форме клетки. Прокуратура утверждает, что Бjörk планировал сжечь часть улик, включая личные вещи Селесты. По версии прокуроров, тело было расчленено в гараже его дома в Голливуд-Хиллз. Бассейн использовался, чтобы локализовать кровь и следы. Это та деталь, которая шокировала даже американских журналистов, освещающих криминальные дела десятилетиями. Детский надувной бассейн. Тот, что родители покупают на лето детям. Использован по версии следствия как емкость при разделке тела 14-летней девочки. Следствие также нашло следы поездки в соседний округ в довольно глухие места. Прокуратура считает, что Бjörk ездил туда избавляться от части вещей, документов и, возможно, отдельных частей тела. Поэтому, кстати, тело найдут не целиком. Часть пальцев левой руки, по сообщениям семьи, отсутствовала. На одном из этих пальцев, по показаниям матери, у Селесты была татуировка с именем Дэвид. Лето 2025-го. Björk уезжает в тур. Сначала европейские даты, потом Северная Америка. Своих заработков на прокат жилья ему более чем хватает. Дом в Голливуд-Хиллз снимает менеджер, налоги платит лейбл. Где-то в конце июля Tesla Model X, зарегистрированная на Бjörk'а, оказывается припаркованной на Бёрд-авеню в Голливуд-Хиллз. По данным полиции, это происходит незадолго до начала национального тура. То есть Björk лично, или кто-то по его поручению, ставит машину в этот тихий жилой район и больше за ней не возвращается. 27 августа. Машина простояла настолько долго, что местные жители начали жаловаться. Парковочный инспектор отмечает машину наклейкой за нарушение 72-часовой парковки. 3 сентября машине был выписан штраф. 5 сентября машину забирает эвакуатор и перевозит на штрафстоянку в Голливуде. 8 сентября рабочие штрафстоянки чувствуют запах. Запах исходит из той самой Tesla. Он звонит в полицию. Полицейские открывают багажник, внутри разложившиеся, частично расчлененные останки в 2 пакетах. Неотделенная голова, указательный палец правой руки. Это и станет ключом к опознанию. 16 сентября коронер опознает тело. Это Селеста Ривас Эрнандес. По первоначальному заключению причина смерти отложена, тело слишком разложилось. Реальную причину, 2 колото-проникающие раны, установят только в декабре 2025 года. И еще 4 месяца полиция будет добиваться, чтобы вскрытие оставалось засекреченным, пока идет работа с уликами. 18 сентября следователи проводят обыск в его доме. Изымают компьютер, телефоны, серверы. Частный детектив, нанятый владельцем недвижимости, находит в саду ту самую коробку для сжигания мусора. Следователи приобщают ее к делу. Менеджер Бjörk'а спешно расторгает договор аренды. Björk нанимает звездного защитника, представлявшего в частности ряд знаменитостей по делам о домогательствах. 16 апреля 2026 года, в четверг, около 5 утра, оперативная группа полиции приезжает в дом на Мармонт-авеню в Голливуде, где временно жил Björk. Без сопротивления. Арест. К следующему понедельнику ему предъявят обвинение. 20 апреля 2026 года. Окружной прокурор Лос-Анджелеса выходит на пресс-конференцию. Цитирую. «Это жестокое и ужасающее убийство. Селеста, 14 лет, пришла к мистеру Бjörk'у домой. Больше ее никто живой не видел. Когда она пригрозила раскрыть его преступное поведение и уничтожить его музыкальную карьеру. Björk, как мы утверждаем, убил ее, разрезал ее тело и сложил его в 2 сумки в багажнике своей машины». Конец цитаты. Список обвинений Björk'а обширен. В него входят
Убийство первой степени, растление несовершеннолетнего, надругательство над телом и его расчленение и использование смертоносного оружия. В тот же день Бёрк через адвоката заявил: невиновен по всем пунктам, залога нет, содержится в окружной тюрьме округа Лос-Анджелес. На следующей неделе после ареста выходит еще одна сводка. На устройствах Бёрка, телефоне и облаке iCloud найдено, цитата прокуратуры, значительное количество детской порнографии. Ни одной Селесты, других несовершеннолетних. Это сейчас выделено в отдельное производство. Предварительное слушание перенесено на конец мая 2026 года. Если прокуратура подтвердит обвинения на этом слушании, дело пойдет в суд присяжных. Это значит, реальный процесс не раньше 2027 года. Если будет вердикт «виновен по убийству первой степени со специальными обстоятельствами», два варианта – пожизненное без права на досрочное освобождение или смертная казнь. В Калифорнии смертная казнь юридически существует, но фактически заморожена с 2019 года. Эта история не только про одного певца, который, по версии прокуратуры, спланировал и хладнокровно осуществил убийство ребенка. Это история про инфраструктуру вокруг него, которая позволила всему этому происходить. Интернет-площадка, в которой фанаты годами называли 13-летнюю девочку девушкой Бёрка, и никто не написал об этом в ни одну инстанцию. Лейбл, который мог как минимум подозревать, что у их главной звезды в доме живет несовершеннолетняя сбежавшая, и который провел этот год в маркетинговых кампаниях, а не в звонках в полицию. Полиция округа Риверсайд, которая дважды приезжала к Бёрку домой, дважды получала ответ «не знал, что ей 13», и дважды уходила. И все, кто год работал рядом с этим человеком и не сказал, что видел пропавшую девочку. Селесте было 14. Она трижды убегала из дома. На ее правом указательном пальце была татуировка «Тихо». Этот ролик немного о том, чтобы нарушить это слово. Если вам было интересно, поддержите канал лайком и подпиской. Я буду следить за слушанием в конце мая и опубликую решение суда в комментариях. До новой темы!